В Беларуси введен временный запрет на ввоз и продажу отдельных продуктов компании «Нивея». В Минздрав такое решение прокомментировали наличием большого количества нарушений в документации, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также несоблюдением его сроков годности. К примеру, в документе главного санитарного врача Беларуси говорится, что название увлажняющего крема «Нивея Софт» с витамином Е и маслом жожоба не соответствует составу продукции. Однако, если все же быть чуточку внимательнее или хотя бы уметь пользоваться Google-переводчиком, то можно заметить, что в составе есть все перечисленные в названии компоненты. Хотя в данном случае вряд ли речь идет о невнимательности или некомпетентности санитарного врача. Ограничение продажи крема в нашей стране, скорее всего, связано с отказом компании спонсировать чемпионат мира по хоккею в 2021 году, если он будет проходить в Минске. По этой же причине, кстати, совсем недавно в Беларуси запретили продажу самой популярной модели автомобиля «Шкода Рапид», который также отказался спонсировать турнир в государстве, в котором нарушаются права человека. Скорее всего, с запретом на продажу столкнется и немецкая компания автомобильных масел и смазочных материалов Лики Моли, которая также открыто высказалась против насилия в нашей стране. Когда силовики избивают и насилуют мирных протестующих, закон в нашей стране действовать перестает. А стоит недовольному режимом белорусу написать хоть что-то негативное о работе так называемых правоохранительных органов, список уголовных статей может набраться на несколько лет тюрьмы. Так произошло с минчанином Алексеем Липинем. Суд Заводского района приговорил его к 5 годам химии по сразу 2 статьям. Публичное оскорбление представителя власти и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Дескать, под фотографиями сотрудников милиции в телеграм-каналах осужденный писал оскорбительные комментарии, чем унизил честь и достоинство правоохранителей, а также писал угрозы в их адрес. Всего по делу проходило 10 пострадавших. Бедные несчастные милиционеры так испугались комментариев Алексея Липиня, что теперь тот проведет 5 лет в исправительном учреждении, а также будет обязан выплатить 6 потерпевшим сотрудникам милиции компенсацию за причиненный моральный вред в размере 5500 рублей и 522 рубля за судебные издержки. Таким нечеловеческим приговором отличился судья Олег Калида, на совести которого уже имеется множество политических дел. К примеру, именно он отправил на 2 года в тюрьму мужчину с 3-й группой инвалидности только за то, что тот по случайному стечению обстоятельств оказался с женой и сыном недалеко от места, где была запланирована акция протеста. Вчера Министерство обороны запеленговало неопознанный летающий объект, который вторгся на территорию Беларуси со стороны Польши. Военные тут же поспешили обвинить соседнее государство в нарушении границ. Стоит отметить, что НЛО, зависнув над подконтрольной легитимному режиму территории, все же поспешил ретироваться туда, откуда прилетел. Видимо, опасаясь быть сбитым местными уфологами. Все претензии белорусской стороны по данному факту полетели в сторону спешно вызванного на ковер атташе Польши. Ситуация многим напомнила события почти 10-летней давности, когда 2 шведов пересекли границу Литвы и Беларуси на легкомоторном самолете и спустили на нашу землю плюшевый десант. Организаторы акции представляли одно из самых скандальных рекламных агентств в Европе, славящееся своими креативными кампаниями. Плюшевый десант был спущен в Беларусь, чтобы оказать поддержку людям, которых лишили свободы после акций протеста. Важно отметить, что в настоящее время в нашей стране насчитывается более 300 политзаключенных, так что в скором времени ждем возвращения плюшевой группы поддержки. Чтобы выносить политические приговоры, которые заранее спускаются из кабинетов милицейского начальства, большого профессионализма не требуется. Этот тезис на личном примере доказала судья партизанского района Минска Ольга Павловская. После того, как киберпартизаны получили доступ к ее электронной почте, выяснилось, что свою дипломную работу служительница так называемого правосудия заказала в интернете. Причем цена на нее оказалась чисто символической, всего около $100. Очевидно, что с механизмами противодействия коррупции Павловская разбираться даже не планировала. Ведь в карьере при незаконной власти такие знания ей мало чем помогут. Совсем иное дело получать записанные на бумажке силовиками сроки по народной статье 24-23. Как водится, тут даже в дело смотреть не надо. Как говорится, ты вышел на улицу, но от ответственности не уйдешь. Однако в этой ситуации интересно другое. Заведет ли Следственный комитет уголовное дело на судью с фактически недействительным дипломом? Или же следователи сами не брезговали во время учебы покупать курсовые по уголовному праву, поэтому даже симулировать видимость правопорядка так и не научились.
В Республиканском театре белорусской драматургии не покажут спектакль «Чернобыльская молитва» в 35-ю годовщину аварии на АЭС. Руководство театра внезапно решило произвести замену неуведомых зрителей, которые уже приобрели билеты на постановку произведения нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич. Людей просто поставили перед фактом, что по уже приобретенным билетам они смогут посмотреть другой спектакль. Как стало известно позднее, 26 апреля зрителям представят постановку «Карьера доктора Рауса» по пьесе Виктора Мартиновича. Ее сюжет представляет собой субъективный взгляд на историю белорусского просветителя Франциска Скорины. Спектакль, безусловно, достойный внимания, однако в контексте дня, когда чтят память жертв трагедии, такая замена выглядит по меньшей мере странно. Отметим, что спектакль «Чернобыльская молитва» построен на символических монологах и рассказывает про чернобыльскую трагедию, которая затронула сотни тысяч людей, живущих в непосредственной близости от эпицентра взрыва на атомной станции. Автор произведения была вынуждена покинуть Беларусь в прошлом году после того, как вошла в состав Координационного совета, и ею заинтересовались следственные органы. Сейчас Светлана Алексиевич живет в Германии. И закончить выпуск хотелось бы все же чем-то хорошим. Немецкая компания Helm AG, которая покупала 10% от годового объема продукции Гродно Азот, отказалась от сотрудничества с ним. Об этом сообщили участники стачки со ссылкой на письмо компании. Причиной такого решения стало нарушение прав рабочих предприятия. Накануне активисты уведомили руководство Helm о проблемах, связанных с условиями работы на Гродно Азот, а также напомнили компании о возможном возобновлении действия санкций США в отношении предприятий концерна Белнефтехим. А диаспора белорусов в Гамбурге и вовсе провела офиса пикет, чтобы не дать ей закрыть глаза на давление, которое руководство Гродно Азота оказывает на рабочих. Очень хочется надеяться, что этому примеру последуют и другие компании. К примеру, норвежская Яра, до которой вот уже много месяцев пытаются достучаться стачкомовцы Беларусь-Калия. Однако она все равно продолжает сотрудничать с режимом. И это все на сегодня. До встречи завтра и живи Беларусь!